Когда ты смотришь в зеркало, кого ты видишь? Свободное сознание или программу, в которую тебя встроили? Ты не тело. Ты бесконечное сознание, переживающее опыт через тебя. Мы видим мир так, как нас запрограммировали видеть. И пока не поменяешь частоту, не выйдешь из сигнала, ты будешь жить в чужой реальности. Это не просто слова, это вызов на молчание. Именно такие высказывания Дэвида Айка чаще всего удаляли из его переводов. Потому что они указывают на иллюзию тела как одежды сознания, говорят о том, что мы не то, что имеем. Задают вопрос: если ты не ты, то кто ты? Это звучит как восточная философия, такая как Адвайта или Дзен. Это перекликается с квантовой физикой, где наблюдатель влияет на наблюдаемое. И именно поэтому это не метафора, а вызов для каждого из нас. Ты не тело, не имя, не биография. Ты бесконечное сознание, переживающее временный опыт через иллюзию «я». Матрица держит тебя страхом, чистотой и ложной памятью. Но ты можешь выйти, потому что ты всегда был снаружи. Это запрещенный отрывок, удаленный из русских изданий. Когда Айк впервые произнес это в эфире британского телевидения, его сочли сумасшедшим. Когда он написал об этом в книге, ее запретили в ряде стран. Но суть этой фразы древняя. То же самое говорили суфии, буддисты, мистики. То же самое утверждают квантовые физики, изучающие природу наблюдателя и частотную структуру реальности. Здесь начинается история человека, которого пытались заткнуть 3 десятилетия, но он оказывался прав слишком часто, чтобы это было случайностью. В начале 90-х он вышел на телевидение и сказал, что миром управляет тайная структура, незримая, но пронизывающая все. Его сочли сумасшедшим. Над ним смеялись в прямом эфире, газеты писали, что он сошел с ума. Буквально, что у него мания величия, паранойя, шизофрения. Но он не исчез. Он продолжал говорить, писал книги, давал интервью, собирал залы в тишине, вне мейнстрима. Он утверждал, что реальность — это симуляция, управляемая частотами, что страх — это оружие контроля, что элиты мира действуют как единая структура, питающаяся нашей энергией, и что есть выход, но он начинается не с революции, а с осознания. На Западе его называют пророком теории заговора. Его книги запрещали, его YouTube-канал удалили, его фамилию вбиваешь в поиске и получаешь предупреждение от Google. Но одновременно с этим его идеи цитируют уже десятки других авторов. Его фразы звучат на TEDx, иногда почти дословно, но без указания имени. Его терминология встроилась в язык современной альтернативной культуры. Дэвид Айк — это не просто человек с радикальными заявлениями. Это фигура, которую пытались стереть, но которая выжила. И теперь, спустя 30 лет, его слова звучат иначе. Не как мания, а как предупреждение, которое прозвучало слишком рано. Он говорил о симуляции за десятилетия до Илона Маска, о частотах сознания до Джо Диспензы, о том, что страх и вина — это каналы внешнего управления. Он говорил: реальность — это не то, что ты видишь. Это то, что тебе показывают. И если ты не распознаешь, кто показывает, ты живешь чужой жизнью. Айк был одним из первых, кто заговорил о матрице, не как метафоре, а как системе частотного управления. Задолго до фильма «Братьев Вачовски» он писал: «Ты не видишь реальность, ты видишь телепрограмму, идущую на твоих внутренних экранах. Это вещание не твое». Он утверждал, что человеческое восприятие находится в узком диапазоне частот, и что наш приемник настроен так, чтобы ловить только определенный сигнал. Все остальное
за пределами восприятия и тем самым за пределами свободы. Самая спорная, но гипнотически странная его теория – лунная ловушка. Айк заявлял, что Луна не просто спутник, а своего рода ретранслятор. Она передает сигнал матрицы, искажая восприятие человечества. Именно она, по его словам, вмешивается в наши сны, эмоции, биоритмы и реинкарнационные циклы. Он писал, что души после смерти направляются не в источник, а в энергетический цикл перезагрузки, под управлением той самой системы, которая питается человеческими переживаниями. Звучит дико? Возможно. Но Айк настаивал, что все это работает не в метафоре, а буквально как частотная архитектура. Он ссылался на древние источники, от шумеров до ведических текстов, где Луна не просто светила, а страж-врат, контролирующий цикл воплощений. Современная наука, между тем, не опровергает идею частотного восприятия. Мы действительно видим лишь узкий спектр света, слышим только часть звуков, улавливаем ничтожно малую часть колебаний. Остальное вне доступа. Айк задает вопрос: а если все остальное – это и есть свобода, а ты просто в передаче, которую не можешь выключить? И в этом месте его теория уже не кажется просто фриковатой. Потому что если убрать фигуру Айка и оставить лишь суть, это и есть центральный тезис квантового восприятия. Реальность – это не то, что есть, а то, что ты можешь воспринять. И кто управляет твоим восприятием, тот управляет твоей жизнью. Когда Дэвид Айк впервые заявил, что наш мир – это иллюзия, созданная для управления человечеством, его высмеяли в прямом эфире, на национальном телевидении. Тогда, в 90-х, это прозвучало слишком дико, даже для альтернативщиков. Он говорил, что его озарение пришло после серии глубинных переживаний. Он называл это не просветлением, а подключением к источнику. Он утверждал, что сознание вне тела, и что все, что мы считаем реальностью, на самом деле является вибрационной проекцией, похожей на голограмму. И тогда его окрестили шизофреником. Но давай развернемся. Прошло 20 лет, и что мы видим? Все, о чем он говорил, уже звучит с трибун TEDx и научных симпозиумов. Ученые вроде Дональда Хоффмана говорят, что реальность – это интерфейс, а не истина. Физики, вроде Джона Уиллера, утверждают, материальный мир – это производная от информации. Психологи все чаще признают, убеждения формируют восприятие, а не наоборот. И тогда возникает вопрос: а может быть, он просто опередил время? То, что раньше называлось бредом, сегодня изучается на стыке квантовой физики, нейропсихологии и теории симуляции. Айк не просто теоретизировал, он чувствовал это. На уровне тела, вибраций, поля. Его образы были метафорами, но, как и все настоящие метафоры, они вели к сути. Один из самых спорных и захватывающих его взглядов связан с тем, кто именно создает эту симуляцию. В его системе координат все не так просто. Реальность программируется не только через мысли и эмоции, но и через частоты. И вот тут начинается самое странное. Лунная ловушка, рептильные сигналы, управление полем через страх. Представь, что Луна — это не просто спутник Земли, а ретранслятор сигнала, идущего извне. Дэвид Айк утверждал, Луна неестественна. По его версии, она была привнесена в орбиту Земли, чтобы начать программировать человеческое восприятие через вибрационные частоты. Сигнал, по его словам, не идет напрямую, он искажается, модулируется и передается на Землю, формируя у людей определенные шаблоны восприятия: страх, подчинение, иллюзия выбора, забытость о своей истинной природе. И тут начинается самое интересное. Он не говорил о Луне, как об антагонистической силе буквально. Он говорил о механизме сбоя, о системе частот, которая занижает вибрации. Иными словами, ты можешь быть светом,
Но если на тебя постоянно проецируется частота страха, ты будешь реагировать, сжиматься, терять энергию. Многие тогда смеялись. Но в наше время теория частот звучит совсем иначе. Ученые признают, биологические системы – это электромагнитные системы. Работы Дельгадо, Персингера, Курта Хюбера говорят о влиянии внешних частот на восприятие и поведение. Современные медиа, технологии, шумовые паттерны создают фоновое поле, в котором невозможно услышать себя. И вот теперь возвращаемся к Айку. Он утверждал: «Ты живешь в симуляции, пока не распознаешь ее частоту». Луна не как объект, а как архетип ретранслятора страха, ловушка, в которую мы попадаем не телом, а сознанием. Он говорил: «Они не управляют нами напрямую, они управляют нашим восприятием, а это и есть реальность». И именно здесь Айк подошел к самому главному. Если нас программируют через страх, то главный акт свободы – это распознать, что этот страх чужой. В следующем блоке мы разберем, как он объяснял управление сознанием масс через эмоции, образы, архетипы и коллективное поле. Психоэнергетика, которую он описал, пугающе точна, и сегодня ее используют сами системы. Дэвид Айк говорил не просто о теориях. Он описывал механику управления восприятием, то, как определенные эмоции и мысли превращаются в вибрационные паттерны, удерживающие человека в ловушке. Он назвал это психоэнергетическим программированием. Что он имел в виду? Любая система, стремящаяся к контролю, не будет управлять телами. Она будет управлять тем, как человек ощущает себя и мир. Через страх, вину, стыд, обесценивание, тревогу. Каждая из этих эмоций имеет свою частоту, и каждая из них – это способ отключить человека от самого себя. Айк описывал это не как мистику, а как модель передачи энергии. Массовые страхи, ослабление поля, уязвимость восприятия. Поток образов в СМИ, формирование ложной картины мира. Навязанные архетипы, блокировка внутреннего импульса. Он предупреждал: вы не просто боитесь, вы ретранслируете то, что в вас загрузили. Его модель почти идентична тому, что сегодня называют когнитивным заражением или полевым воздействием на коллективное сознание. Причем Айк добавлял: ты можешь выйти из этой системы, но только если начнешь распознавать в себе чужие сигналы. Это ключевой момент, потому что все зомбирование, о котором говорят в теориях заговора, это не внешняя магия. Это твоя внутренняя слепота к собственным реакциям. Как только ты начинаешь чувствовать, где эмоция не твоя, где мысль – чужая прошивка, ты освобождаешь энергию, и система теряет власть. Айк говорил, что свобода начинается с распознавания и с возвращения к себе. Поэтому в финале мы дадим простую практику. Она поможет почувствовать, где в тебе звучит чужой сигнал и как вернуться в свое поле. Управление начинается не с насилия, а с шаблона. Слово, чувство, импульс, который не твой. Но ты уже живешь из него. Айк говорил: свобода не в борьбе, она в осознавании, кто говорит внутри тебя. И вот тут возникает парадокс. Мы чаще всего боимся не правды о мире, а правды о себе. Потому что правда о себе распаковывает энергию. Она снимает блокировки, а значит, возвращает тебе силу. Но сила – это ответственность. А значит, исчезают оправдания, исчезает «я жертва», «так сложилось», «мне не повезло». Вот простая практика, чтобы начать выход. Закрой глаза. Прислушайся к себе.
Почувствуй любую напряженную тему. Например, деньги, любовь, успех, страх. Задай вопрос. Это мое? Кто во мне говорит? Чей голос? Где я это услышал впервые? Это точно мой взгляд? Или это то, что я принял когда-то без осознания? Теперь тело. Где это чувство звучит в теле? Сжатие в груди, камень в животе, напряжение в горле. Дай телу говорить. Позволь себе не убегать от этого ощущения. Просто будь с ним. Дыши. Мысленно скажи: «Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я тебя не отвергаю. Я тебя не отвергаю. Но я выбираю свое. Но я выбираю свое. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я тебя не отвергаю. Я тебя не отвергаю. Но я выбираю свое. Но я выбираю свое. Это простая практика, не анализ, а настройка поля внимания. Если делать ее регулярно, ты начнешь различать, где внутри тебя звучит чужое. И перестанешь быть передатчиком чужих сигналов. А это и есть выход из системы.